Ребята, всем привет! И сегодня у нас вторая часть видео 20 схем света с одним источником. Если вы не видели прошлую часть, то обязательно посмотрите на канале, а мы сразу же начнем. Понятное дело, в этом ролике я расскажу про эти схемы света, расскажу, как их поставить, про какие-то особенности, и в конце будет небольшой розыгрыш, поэтому обязательно досмотрите до конца. Итак, первая схема в этом ролике у нас будет очень простой. Мы берем и направляем наш источник в потолок. Также перед этим мы ставим модель к стенке. Да, мы снимаем не прям у циклорамы, а у стены. Мы ставим модель к стене, ставим источник и направляем его в потолок. И также по бокам от модели, в упор к стене, мы ставим флаги белой стороной к модели. Из-за этого у нас свет отражается от потолка, падает на модель и также еще падает на флаги и отражается, опять же, попадая на модель. И получается достаточно такая мягкая и интересная картинка. Следующая схема у нас будет похожа на предыдущую, но в этот раз мы ставим источник не перед моделью, а уже за флагом. За флагом направляем его по касательной вверх. И также один из флагов мы отодвигаем немножечко от модели, чтобы свет уже ложился чуть-чуть по-другому. И вот примерно такие вот кадры у нас получаются. В следующей схеме света нам тоже понадобится два флага, как и в предыдущей схеме, но в этот раз мы наш источник направим не по касательной вверх на стену, а уже вниз. Так у нас часть света будет попадать на нашу модель, будет также виден небольшой такой градиентик и линия света на стене, а другой флаг будет стоять на другой стороне модели и будет отражать свет, заполняя опять же тени на нашей модели. Можно как вариант даже попробовать поставить черной стороной, чтобы тени у нас были более глубокие. Но будьте осторожны, что источник у нас стоит с жестким светом, и у нас могут быть достаточно жесткие и некрасивые тени. Тут тоже смотрите очень внимательно. Можно модель чуть-чуть отодвинуть от стены, чтобы у нас была вот эта вот полоса на стене, и свет бил куда-нибудь вот сюда нашей модели, тогда будет тоже очень интересненько. В этом случае у нас уже не будет каких-то жестких теней и каких-нибудь жестких пересветов, как вариант. Следующая схема света достаточно очень простая, очень популярная. Мне кажется, в какое-то время, не знаю, чуть ли не каждый фотограф с ней снимал. Суть заключается в том, что мы берем и из наших флагов делаем книжечку. То есть вот такую вот. Ставим вот здесь вот источник, и у нас получается линия света. Есть, можно сказать, два варианта построения этой схемы. Это если флаги будут белой стороной к источнику, либо черной. Если черной стороной, то картинка у нас будет более темная и будет очень хорошо читаться наша линия света. Если же мы поставим флаги белой стороной к источнику, то картинка будет просто чуть-чуть более светлой. Тени будут чуть-чуть лучше заполняться, потому что свет опять же будет отражаться от флагов, распространяться по нашей циклораме и чуть-чуть заливать наши тени. И вот такие кадры у нас получаются. Следующая схема света у нас будет тоже с флагами, но сейчас мы будем использовать его немножечко по-другому. Мы берем, ставим нашу модель и перед ней примерно на градусов 35-40 ставим наш источник. Можно поставить источник без насадок, можно поставить с горшком. И пододвигаем наш флаг к нашему источнику. Важно, чтобы источник был выше, чем флаг. Мы пододвигаем наш флаг к источнику и смотрим на наш задник, чтобы на заднике у нас вырисовывалась тень от нашего флага. Вот такая вот интересная картиночка у нас получается, то есть свет распространяется по всей циклораме, заливает нашу модель. Модель достаточно в жестком свете, но можно также поставить другой флаг чуть-чуть сбоку от нее, чтобы чуть-чуть залить тени. И задник у нас получается с такой интересной тенью. Ее можно немножечко регулировать, флаг отодвигать, источник поднимать. Вот этими двумя параметрами можно регулировать эту тень. Также можно флаг не просто там отодвинуть, пододвинуть, но также его еще и вот так вот поразворачивать. Тоже может быть интересный рисунок. А для следующей схемы света мы берем и наклеиваем на наш источник с горшком фильтр. Но мы наклеиваем фильтр неправильно, то есть не полностью так, чтобы он заполнял наш источник, а наполовину. Итак, у нас белый свет сверху будет попадать на нашу модель, а снизу будет попадать тоже на нашу модель, но может, например, уже чуть более ниже,
и еще на низ. Это могут получиться какие-то интересные портретики, можно в полный рост. И так вот у нас получается часть циклорамы верхняя такая более светлая, а нижняя часть уже более цветная. Но тут уже зависит от того, как вы расположите источник. Будет он у вас под таким углом, под таким углом. Из-за этого, благодаря этому, картинка будет постоянно меняться. Следующая схема света будет похожа на предыдущую, но здесь мы уже добавим Spotlight. Если кто не знал, Spotlight – это такая насадка с жестким светом. По стандарту там стоит круг. Этот круг можно с помощью шторок изменять, закрывать шторки. Можно туда ставить маски. И получаются всякие разные рисунки. Но мы сейчас будем использовать стандартный круг. Мы также берем и наклеиваем фильтр на половину источника. Итак, у нас опять же одна часть источника с белым цветом, с обычным, а другая часть с цветным. И эта схема будет отличаться от прошлой, потому что там у нас заливалась чуть ли не вся циклорама, а здесь у нас будет один четкий круг. Также можно с источником немножечко поиграть, поставить его с разных сторон, поставить его чуть выше, чтобы он так бил как-нибудь так, бил, может быть, не знаю, даже снизу вверх, тоже как вариант. Всегда не забывайте экспериментировать. И так вот у нас опять же модель будет двухцветная, так скажем, и задник у нас будет темный. Также можно поиграться немножечко со светом и с ракурсами, чтобы картинка была разная, интересная. В общем, оставляю это вам. Следующая схема света у нас будет цветная, но опять же с одним источником. Мы берем и надеваем на наш источник горшок со створками. Обязательно должны быть створки. Можно также туда поставить соты. Но тут уже смотрите как по картинке, как вам нравится, как вам не нравится. Мы берем, немножечко закрываем наши соты, чтобы опять у нас появлялась такая небольшая линия, но я даже сделал здесь такой небольшой прямоугольник. Также дальше мы берем и склеиваем наши два фильтра. Вот так вот. То есть это у нас будет один цвет, а это у нас будет другой цвет. И наклеиваем на наш источник. Так у нас опять же часть кадра будет с одним цветом, другая часть с другим. И это отличается от предыдущих, что у нас здесь будет как раз такой небольшой прямоугольничек, а циклорама будет все равно немножечко заполняться вот этими двумя цветами. Здесь лучше всего брать какие-нибудь смежные, так скажем, по кругу, например, там красный и оранжевый, красный и желтый, что-то вот в этом роде. Можете попробовать другие цвета, найти круг, посмотреть, какие вот цвета будут близко друг к другу, и их можно ставить. Для следующей схемы света мы ставим модель, и примерно на градусов 60 от модели, то есть это вот где-то там вот, мы ставим наш источник с горшком. Мы ставим с горшком, и можно сделать эту схему с обычным светом, то есть обычный белый свет, либо можно включить цветной. Я, например, использовал на каких-то кадрах красный цвет. Такой красный, оранжевый, что-то вот в этом роде. И по касательной, то есть по касательной от нашего источника, вот так вот, мы вот здесь вот ставим флаг белой стороной. То есть у нас будет свет бить примерно куда-то вот сюда, наша модель, и даже немножечко попадать на лицо, делая интересную картинку. И интересный свет на наш, делая интересный рисунок на нашей модели. И свет будет отражаться от флага, заполняя тени на нашей модели. Тоже получается очень классная картинка. Ну, опять же, если вы, например, не хотите заполнять тени на лице модели, то можно этот флаг либо вообще убрать, либо поставить черной стороной. Но тут уже смотрите, как вам больше нравится. Можете поэкспериментировать. А для следующей схемы света мы будем использовать вспышку. На прошлых схемах тоже можно было ее использовать, но я снимал с постоянным. Но для этой схемы точно нужна будет вспышка. Настройки я прикреплю где-нибудь здесь или вот здесь вот, потому что там нужны специальные настройки, чтобы все получалось. Это у нас будут кадры со смешанным светом. Да, можно сделать кадры со смешанным светом с двумя источниками, но мы здесь будем делать с одним источником. И обязательно, чтобы на вашей вспышке был пилот, то есть пилотный свет. Потому что у нас один источник, и чем-то другим подсвечивать модель мы просто не можем. Мы вставляем эти настройки, ставим источник немножечко сбоку от модели, опять же где-нибудь градусов на 30-45, что-то в этом роде. Обязательно кадры будут смотреться лучше, если на модели будут всякие украшения, какие-нибудь цепочки, какие-нибудь висюльки, сережки, и чтобы они лучше отражали свет.
чем больше будет всяких каких-нибудь, я не знаю, стразиков или еще каких-нибудь штучек, которые будут прям очень сильно отражать свет, это будет прям вообще мега-супер. В чем заключается суть этой схемы? Мы берем и вспышкой замораживаем картинку, а дальше пилотным светом этой же вспышки мы немножечко добавляем, так скажем, света и просто размазываем наше изображение. Но из-за того, что у нас вспышкой заморожена часть, то у нас получается такой интересненький эффект. И при съемке с этой схемой мы обязательно дергаем камеру. То есть мы берем нашу камеру, снимаем, и после того, как вспышка щелкнула, мы немножечко либо так двигаем камеру, либо как-нибудь вот так. Тут уже зависит от как вам больше будет нравиться рисунок. И именно из-за того, что у нас смешанный свет, и у нас всякие побрякушки, или даже просто их нет, то у нас кадр немножечко смазывается, делая такой интересненький эффект. И вот такие вот, опять же, кадры у нас получаются с данной схемой света. Вот такие вот простые, но в то же время очень интересные схемы света мы сегодня с вами разобрали. И, как я говорил в начале ролика, будет небольшой розыгрыш. Я дам доступ к своему гайду «Механизм света», с которым вы начнете лучше разбираться со светом в студии, узнаете много разных схем и разных приемчиков и разнообразите свое портфолио. Условия этого розыгрыша, конкурса будут максимально простые. Это подписаться на канал, обязательно поставить лайк и написать комментарий с вашим либо инстаграмом, либо каким-нибудь телеграммом, чтобы я нашел с вами связь и вручил доступ. Все. Такие вот супер простые условия, и где-нибудь через недельку или через 2 я уже выберу победителя случайным образом, точнее победителей, и напишу им либо опять же в Телеграме, либо в Инстаграме, какую соцсеть вы укажете. Я надеюсь, вам было интересно и познавательно послушать про все эти схемы. Надеюсь, что вы будете их использовать. Если вы будете их использовать, то обязательно скиньте какие-нибудь свои работы с этими схемами света мне. Мне будет очень интересно и приятно на это посмотреть. И всегда приятно знать, что кто-то использует твои знания, и это ему полезно. А на этом я буду заканчивать. Удачи в ваших следующих съемках. Не забывайте снимать, и не бойтесь экспериментировать. Удачи вам!